Ответ-то встречный, как мы обычно, ответ-то встречный. Сидим, ждем. Сейчас упреждающий. Вот Макрон поставляет танки, а я бы упреждающим долбанул. Вот и я про то же. Да и все. Упреждающий удар по Франции, как стороне конфликта. А если та же Франция, как говорит Владимир Рудольевич, начинает там просто, мягко скажем, гадить впрямую, в открытую, ничего не боясь, значит, надо признать сторону конфликта, если Франции быть не должно. Ну, была Франция, нет Франции. Что сильно победить? Кто-то расстроился по этому вопросу, что ли? Надо один раз навернуть по Франции, на этом все закончится. Все подожмут хвост, я вас уверяю. Никто не пожелает идти. Причем не надо задействовать стратегический потенциал, нашу триаду. Нет, у нас без этого хватает зарядов. Для того, чтобы от этой Франции пыль осталась-то. И больше никому было неповадно. Ну или от Британии. Не сумев разгромить Украину, российские милитаристы решили победить более уязвимую цель – Францию. Вне всякого сомнения, ничто кроме успеха на этом пути их ожидать не могло. Оперативно был разработан план взятия Парижа за 2 дня. Великолепный план, Уолтер. Просто охуенный, если я правильно понял. Надежный, блядь, как швейцарские часы. Но военного плана оказалось мало. Нужно было нанести удары изнутри. В Париж был заслан спецагент под прикрытием. Привет, меня зовут Андрей, с вами канал Вестник Бури. Предварительно, чтобы обеспечить успех операции, Гоблину, а также прочим красноохранительским и просто охранительским персонажам был дан сигнал создать для Андрея Рудова имидж агента Макрона, и медиа-миньоны Кремля приступили к выполнению заказа. И тут мы можем авторитетно сказать: Рудой, ты тварь вербованная, блин, давай. Рассказывай теперь нам про коммунизм. Однако агент стал действовать крайне неосмотрительно. Рудой практически сразу начал посещать протестные акции против Макрона, открыто наводить мосты с французскими леворадикалами и помогать местным профсоюзам. Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу. Однако в преддверии наступления русского мира на коварный Запад Рудой должен был сделать решительный информационный удар изнутри логова врага и разоблачить гнусную гейропейскую пропаганду. Агент всех разведок к делу готов, господа товарищи. Ну, а если без шуток, то я уже неоднократно говорил о том, как работает российская милитаристская пропаганда. В конце 2022 года я даже выпустил систематизированный ролик по принципам и приемам этой самой пропаганды. Я говорил отчасти и про украинскую пропаганду. Кстати, обязательно посмотрите все эти материалы, если не видели, ссылки найдете на экране и в описании. Но, оказавшись благодаря заботливому российскому правосудию за границей, я не мог не обратить внимания и на западную информационную истерию касательно, сами понимаете, какой темы. Хейтеры разного рода и ранга стучали культяпками по клавиатурам и брызгали слюной, дескать, я агент Запада, НАТО и вот это вот все. Ну что ж, мсье и мадамы, вы сегодня в очередной раз жестко посрамлены, потому что наш сегодняшний выпуск будет касаться развенчания западной пропаганды в условиях войны на территории Украины. Этого не может быть. Большое спасибо ряду моих подписчиков, которые помогли материалами для этого выпуска. В общем, сегодня будет интересно. Поехали. Друзья и товарищи, сестры и братья, господин Пригожин тут вовсю пугает нас закрытием Ютуба и рассылает врагам кувалды. И это лишний повод подписаться на мой телеграм-канал, а также на группу Вестника Буря в ВК. Там много материалов, читайте, смотрите на здоровье. Ну и, собственно, переходим к разбору западной пропаганды в условиях войны на территории Украины. Начиная разговор об этой пропаганде, нужно понимать несколько вещей. Во-первых, среди части либеральной аудитории есть такое мнение, что на Западе якобы не существует пропаганды, потому что здесь якобы нет тех директивных механизмов, как, например, в России, которые бы эту пропаганду осуществляли. Но это не так. Западная пропаганда действительно существует, что вы увидите сегодня, хотя механизмы ее внедрения в той или иной степени отличаются от российских. Во-вторых, несмотря на некоторые общие нарративы, западная пропаганда от страны к стране достаточно серьезно отличается. То есть Латвия, Франция, США и другие страны, везде есть свои нюансы, и везде градус этой военной пропаганды, он разный.
В-третьих, помните, я в выпуске про российскую пропаганду говорил, что пропагандистская машина, она работает в комплексе. То есть программа по телевизору, выпуск в видеоблоге, комментарии в интернете, какие-то разговоры со знакомыми. То есть пропаганда работает как некий слоеный пирог. Так происходит в России и также происходит и на Западе. Сегодня изо всех стран западного мира я расскажу в первую очередь о пропаганде во Франции, где я нынче и пребываю, в Чехии, в Германии, в Латвии, в США и Италии. Думаю, этого набора более-менее хватит, чтобы понять ситуацию. Естественно и абсолютно очевидно, что вся мейнстримовая пропаганда на Западе вокруг темы войны проукраинская. Просто в разных странах разная степень оголтелости этой самой пропаганды. И вроде бы, на первый взгляд, порицание российской агрессии — это дело благое. Я и сам ее порицаю с первого же дня войны. Однако наряду с этим в западных СМИ присутствует идеализация как режима Зеленского, так и идеализация самого украинского президента. Естественно, ни про национальную политику Украины до войны, ни про реальное наличие неонацистов в украинских нацбатах, ни про абсолютно антинародную реформу трудового законодательства, которую пропихивает под прикрытием войны Зеленский, ни про многие другие неудобные факты медийный мейнстрим на Западе рассказывать не будет. В принципе, в том, что я сейчас сказал, никакого открытия Америки нет. То есть это и так было понятно. Но я хотел бы обратить внимание на саму организацию и инструментарий пропаганды, благодаря которым она внедряется. Кто диктует пропагандистские тренды на Западе? Ну вот в России все достаточно очевидно. То есть есть администрация президента, которая раздает там различные разнарядки, есть аппарат принуждения, есть скупленные блогеры, есть гранты, ну и так далее и тому подобное. А вот что на Западе? И тут мне придется сделать такой достаточно развернутый экскурс. Я люблю вспоминать о теории культурной гегемонии Антонио Грамши, который писал о том, что так называемая буржуазная демократия часто децентрализованно, но довольно организованно навязывает схемы мышления. Формируется некий коридор мнений. В Швеции, кстати, это официальное обозначение круга разрешенных и непорицаемых в политике точек зрения. И за рамки этого коридора, а он в разное время и в разных западных странах бывает разным, выходить достаточно чревато. Тут нельзя не отметить и структуру медиа в Европе и США. С одной стороны, в значительной части Европы наблюдается доминирование традиционных медиа, с помощью которых можно влиять на умы без лишних заморочек. Люди во Франции, в Швеции или Италии вообще зачастую читают, что нам кажется просто невероятным, бумажные газеты, ну или на крайний случай читают их в электронной версии в сети. Соответственно, топ газет в стране плюс телевизор оказывают просто решающее воздействие на формирование общественного мнения. А в свою очередь эти газеты принадлежат либо крупному бизнесу, имеющему представительство во власти, либо партиям, либо непосредственно государству. Степень монополизации здесь зачастую просто огромная. Но с другой стороны, в отличие от России, где есть строгая иерархия власти, консолидированность и монолитность правящего класса, на Западе чаще всего сложнее проводить четкую централизованную информационную линию. Например, в США есть канал Fox News и ряд других СМИ, которые подвластны республиканцам. И президент-демократ не может просто взять и приказать им следовать строгой линии. Поэтому там появляются ребята типа Такера Карлсона, которые начинают отходить от генеральной линии. Но, несмотря на эти организационные трудности и необходимость худо-бедно вести дискуссию, естественно, в рамках вот этого вот коридора мнений, власти западных стран продавливают таки свой дискурс. Во-первых, в различных странах Запада существуют государственные СМИ, которые прямо работают по темникам и в рамках государственной цензуры. Например, во Франции какие-нибудь СМИ, подконтрольные Франс Медиа Фонду. Либо же в странах, в которых формально сильных государственных СМИ нет, их роль могут выполнять СМИ, подконтрольные правящей партии и бизнес-кругам, которые с правящей партией связаны. Таким образом, правящие элиты могут напрямую спускать и распространять необходимый дискурс, что и происходит в рамках украинской ситуации. Однако это еще не самое неприятное. Есть и иные каналы влияния на общественное сознание на Западе. Каналы, которые, как по мне, являются куда менее честными. Вот вам одна примечательная история. В 2018 году газета The Guardian опубликовала документы, которые свидетельствовали, что Министерство иностранных дел и Министерство обороны Великобритании, а также НАТО, Литовское министерство иностранных дел и даже Facebook платили деньги более 2 миллионов фунтов организации Statecraft Institute, созданной
созданной и возглавляемой двумя ветеранами британской военной разведки, которая в свою очередь курировала программу Integrity Initiative. Офис этой программы был в лучших традициях фильмов о Джеймсе Бонде зарегистрирован на заброшенной мельнице в маленькой шотландской деревушке. Смысл проекта заключался в том, чтобы развернуть по всей Европе и США сеть кластеров, состоящих из влиятельных политиков, экспертов, журналистов, которые должны тайно координировать священную борьбу с тем, что члены кластеров считали русской пропагандой. Согласно опубликованным The Guardian документов, эти кластеры в разных странах поддерживали постоянный контакт с британскими посольствами, являясь таким образом секретным инструментом английской внешней политики. В рамках борьбы с так называемым русским вмешательством, дезинформацией, данные кластеры активно вмешивались во внутриполитическую жизнь разных стран. Например, в Испании они оказали давление на правительство с целью не допустить назначения кандидата социалистической партии на должность главы Департамента безопасности. Проводилась кампания в СМИ, социальных сетях и давление со стороны посольств. Или вот еще история из Швеции. Несколько лет назад, когда мой хороший знакомый Алексей Сахнин написал про беспредел ультраправых на Украине после Евромайдана, эта же самая контора фактически не просто добилась окончания его журналистской карьеры, типа он путинский агент, но заодно вдарила по левому крылу социал-демократической партии Швеции, которая Сахнина поддерживала. И таким образом эти ребята добились лишения мандатов и постов ряда видных деятелей, просто через организованную в прессе кампанию хейта. Но погорели эти ребята на своей работе на родине, в Великобритании. Там Integrity Initiative организовала очередную кампанию травли лидера оппозиции и главы лейбористской партии Джереми Корбина, которого называли полезным идиотом Кремля и обвиняли в нанесении вреда национальной безопасности. Получилось так, что на деньги налогоплательщиков финансируемая правительством организация ведет политическую работу в пользу правительства и против оппозиции, объясняя гражданам, за кого не надо голосовать на вполне вероятных внеочередных выборах. И это не в России, это в старейшей демократии Европы, не считая античных примеров. Вот такие вот пироги. И данная организация не одна, и подобные инициативы, завязанные на правительство, действительно могут влиять на СМИ и политику. Этакие частные военные кампании, но только в условиях информационной войны. То есть через государственные СМИ в тех странах, где они есть и там, где они сильны, через партийные СМИ, через вот такие вот подковерные информационные структуры на Западе обеспечиваются инструменты по навязыванию обществу официальной точки зрения. По факту, за последние 100-150 лет было лишь пара серьезных попыток прорвать такую информационную блокаду. Первое — это создание газет тех же рабочих, профсоюзных, социалистических организаций. Это были действительно альтернативные информносители, которые воздействовали на миллионы людей. Но ближе к концу 20 века, во-первых, многие социалистические партии и профсоюзы обуржуазились, их функционеры стали частью истеблишмента, а потому данные медиа потеряли свою прежнюю контрсистемность. А во-вторых, многие успешные левые издания в эпоху неолиберализма тупо начали продаваться, а скупали их или их акции все те же представители крупного бизнеса. Что произошло с политической линией таких информресурсов, догадайтесь сами. Вторая волна относительно новая. Это народные медиа в интернете, созданные при народной, в том числе и финансовой поддержке. И некоторые из них действительно навели шума, например, WikiLeaks. Но где сейчас Джулиан Ассанж? В общем, подобные альтернативные медиа, если они входят в конфликт с мейнстримом, гасятся. Кстати, наш канал тоже относится к этой категории, хотя Вестнику Бури до WikiLeaks, понятное дело, далеко. Собственно, с помощью каких инструментов государство, бизнес и различного рода структуры влияют на общественное мнение касательно Украины? Я уже сказал про комплексность западной военной пропаганды, и она действительно работает на самых разных уровнях, как, в общем-то, и пропаганда российская. Давайте начнем с простого механизма. Те, кто выезжали из России за рубеж, могли заметить, как меняются результаты одних и тех же запросов, которые выдают вам поисковики в интернете. Насчет этого, кстати, была даже довольно интересная исследовательская статья на Bubble. В зависимости от вашей геолокации, тот же Google будет выдавать вам довольно-таки разные по смыслу и качеству ссылки.
Забивайте какой-нибудь распространенный запрос типа «Война, Украина, новости», и в России, скорее всего, вам подкинут российские и в первую очередь официальные издания типа «Интерфакс». Если только до этого вы спецом не лазили по каким-нибудь оппозиционным сайтам, в таком случае умный Google все же на основе прошлых запросов будет корректировать предлагаемый вам список материалов. А в то же время, если вы находитесь в Европе, то вам выкидывают в первую очередь либо украинские источники типа Униан, либо зарубежные русскоязычные проекты вроде «Голоса Америки», «Радио Свободы» и ее подразделений, русскоязычную версию Deutsche Welle и прочее. Далее в следующем эшелоне уже идут вперемешку российские оппозиционные СМИ типа «Медузы», и если в вашей стране доступны российские официальные СМИ, то будут они. Опять же, если вы до этого шерстили частенько по российским порталам, то картина может отличаться. Кто в этом виноват? Ну, отчасти никто, ну, точнее, сами пользователи, потому что очевидно, что в России значительная часть аудитории читает российские СМИ, в первую очередь российские официальные СМИ, поэтому они будут активнее форситься в поисковиках. В то же время в Европе сейчас куча украинских беженцев, куча российских оппозиционно настроенных граждан, которые читают уже другие ресурсы, и, соответственно, они поднимают эти другие ресурсы в поисковиках. Но есть и другие факторы. Во-первых, это боты. В роликах про Пригожина и про российскую пропаганду войны я уже говорил, что в отдельные моменты большая часть активностей вокруг политических тем в соцсетях совершается ботами. Боты же поднимают те или иные ресурсы, увеличивая их цитируемость и продвигая в поисковиках. Боты-фермы существуют по обе стороны баррикад, так что Европы и Америки это тоже касается. Во-вторых, на территориях различных государств блокируются те или иные сайты. Например, для меня сейчас из Европы, в принципе, сложно зайти на сайты госучреждений России, потому что во многих развитых странах мира они просто заблокированы. Это же может касаться и новостных сайтов. Пока в России Роскомнадзор обильно блокирует сайты и страницы типа запрещенных Инстаграма и Фейсбука, например, в Латвии решением Совета по электронным СМИ заблокированы российские сервисы Mail.ru, Яндекс, Рамблер, а также известные российские новостные агентства и издания. ТАСС, Ведомости, РБК, Коммерсант, Интерфакс, Московский комсомолец, РЕН-ТВ и другие. Не, ну РЕН-ТВ как бы я и в России бы заблокировал. Но да ладно. И подобные цензурные нормы могут очень серьезно отличаться от страны к стране. Вот в уже упомянутой Латвии или в Польше они достаточно серьезные на российский контент. А вот в Италии, в Бельгии, во Франции они, конечно, меньше. Однако в итоге, да, свою пропагандистскую роль это выполняет, поскольку подсовывает аудитории тот, а не иной контент, то, а не иное мнение. Но, повторюсь, так происходит не только на Западе, но и в России. Пропагандистская картина собирается по крупицам, и точно так же постепенно и порой из неожиданных мест она влияет на обывателя. Например, я во Франции захожу на сайт посмотреть фильм, и мне перед показом кино показываются рекламные ролики в поддержку Украины, реклама какого-нибудь фонда поддержки беженцев и все в таком духе. В некоторых странах на госучреждениях начали развешивать украинские флаги. Во Франции или Бельгии такого почти нет, в Чехии больше, в Латвии еще больше. Часто такое подхватывают и частные учреждения, иногда по идейным соображениям владельцев, но часто из трендовости и хайпа, чтобы показать свою верность идеям свободы, демократии и срубить побольше бабок на посетителях. Забавно, что в Чехии продается пломбир, так называемое русское мороженое. Да, вот прям так марка и называлась. И вот теперь на него наклеили флаг Украины и переименовали в украинское мороженое. Что ж, это опять же маленький элемент пропаганды для сладкоежек. Про отмену русской культуры и закрытие российских культурных центров, хоть и не всех, в новостях уже было сказано достаточно. Единовременное воздействие вот этой вот фоновой пропаганды на человека не может иметь серьезного воздействия. Но вот когда оно происходит систематически, тогда, да, постепенно человек переформатируется. Особенно это касается рядового обывателя, то есть не какого-то там политического активиста, у которого есть уже сформированные четкие политические взгляды, а тот человек, который, не особо ищет информацию, не особо критически ее воспринимает. Однако это лишь несколько из множества рычагов воздействия на общественное мнение.
Еще одним инструментом, опять же, довольно сильно варьирующимся, является пресловутая культура отмены, а то и прямые санкции против тех, кто нарушает установленные формуляры отношения к войне. Примером последнего является примечательная история с телеканалом «Дождь» в Латвии, вокруг которого разгорелся скандал, казалось бы, высосанный из пальца. Взяли при подготовке материала карту с российским Крымом. Сказали «наша армия» и посетовали на скотские условия, в которых оказались мобилизованные. Ничего криминального, казалось бы. Но в итоге телеканал «Дождь» лишился лицензии и был объявлен угрозой для национальной безопасности Латвии. Хотя, казалось бы, оппозиционность по отношению к режиму Путина и либеральность «Дождя» сомнений не вызывает. Сейчас, в связи с признанием России государством-спонсором терроризма, а также организацией заочного трибунала над Путиным, Лукашенко и их приближенными, появляются и дополнительные инструменты для наведения цензурных рамок. Вероятно, скоро узнаем, где и как это работает. Впрочем, даже без этого культура отмены работает довольно эффективно. Наверное, даже эффективнее, чем путинские рассаживания по тюрьмам. Тут особенно интересен опыт Соединенных Штатов Америки. Например, республиканец-консерватор Такер Карлсон, осуждая агрессию и путинские решения, тем не менее высказал на Fox News абсолютно очевидную мысль о том, что США тоже внесли ощутимый вклад в рост напряженности вокруг Украины. Карлсон, помимо прочего, заявил, что вступление Украины в НАТО сродни вступлению Мексики в военный блок с Россией. И, мол, в таком случае и американское руководство сидеть сложа руки не стало бы. Ох, что тут началось. CNN, Daily Beast и масса других СМИ просто обрушились на данного персонажа. Это дополняется высказываниями известных политиков и травлей со стороны госаппарата. Такер Карлсон, имея за спиной действительно большое республиканское СМИ в виде Fox News, худо-бедно отбивался, но в этой медийной схватке демократы его помяли изрядно. Примерно то же самое произошло и с сенатором Джошуем Хоули, который высказался против эскалации конфликта и активного вмешательства США. В итоге такие люди оказываются под угрозой полной социально-политической изоляции. Нет, их не сажают в тюрьмы и не казнят, но по факту происходит пресловутая отмена. Либеральный истеблишмент, который бесконечно сравнивает Трампа с преснопамятным Джозефом Маккарти, теперь просто перенял стиль Маккарти с безрассудными обвинениями в нелояльности, приправленной риторикой эпохи Буша, приравнивающей противодействие войне к тому, чтобы быть на стороне врага. В большинстве стран Запада, кроме, Латвии, может быть, нескольких других, вы, в принципе, можете высказывать точку зрения о том, что Соединенные Штаты виновны в войне, что в Азове воюют нацисты, что Зеленский не ахти какой герой. Но будьте тогда готовы к тому, что ваша карьера не обязательно пострадает, но, скажем так, может пострадать. Хотя для внесистемных политических сил и там всяких маргиналов типа Компартии США это в принципе не страшно, потому что нельзя уничтожить то, что и так уже практически не существует. Кто-то скажет, что выпиливание информационных оппонентов во многих странах Запада не принимает таких экстремальных форм, как в России или же Украине. В России вас объявят инагентом, дадут административку или уголовку. На территории Украины вообще военное положение, так что там не побалуешь. И в принципе, да, на Западе цензура пока не доходит до подобной жести, хотя в балтийских странах можно словить уголовку. Как, например, автор русскоязычного YouTube-канала «История оружия». И в Чехии также несколько десятков человек уже привлечены к ответственности за оправдание терроризма. Под терроризмом подразумевается действие российских властей на территории Украины. Но нужно понимать, что на территории этих стран и не идет война. Если бы шла, то градус агрессивности пропаганды бы вырос, и санкции бы ужесточились. И вот тут давайте перейдем к наиболее сочным примерам западной пропаганды в условиях войны на территории Украины. Первое, что бросается в глаза мне как леваку, это обильное использование исторических аналогий, которые, как известно, всегда ложны. Тут всплывает тема, которую я разбирал еще в прошлом ролике. Якобы Путин — это совок и почти что Сталин, а Россия — это СССР. И сейчас благородный Запад противостоит этакой красной диктатуре. Все это штампы времен Холодной войны, на которые с большей охотой откликается старшее поколение и консервативная часть общества. Причем это юзается даже в
такой весьма и весьма левой стране, как Франция. Вы просто посмотрите на это великолепие. Вот, например, обложка французской версии журнала Society. Society. Владимир Путин, стилизованный под известный советский рекламный плакат. Ну, понятно, совок уже наступил. Внутри журнала тоже все достойно. Гуриев, Милов экспертно вещают, а Алексей Навальный является единственной альтернативой для России. А вот обложка журнала Le Point. Причем ее рекламы были размещены по всему Парижу, как заканчивали диктаторы. На обложке Сталин, Гитлер, Путин, Мао и Каддафи. В очередной раз Иосифа Виссарионовича равняют с австрийским художником, коммунизм с нацизмом, ну и Путин тоже где-то тут рядом. Как всегда, идет крайне спорное противопоставление не капитализма и коммунизма, а диктатуры и демократии. Ну еще и правильные с точки зрения буржуазных властей диктаторы, как всегда, аккуратно игнорируются. Где Пиночет, где господин Сухарто, при котором за год в Индонезии было уничтожено до 2 миллионов коммунистов? Где прочие диктаторы, которые пользовались поддержкой свободных демократических стран? Нет, о них говорить как бы не камильфо. Кстати, фейки о том, что Россия — это якобы практически СССР, работают как бы в обе стороны. Подписчики из Латвии, из Италии присылали мне информацию о том, что лево настроенные граждане, наоборот, как бы начинают более позитивно смотреть на российский правящий класс и на российский режим в целом. Более того, это же встречается и здесь, во Франции, особенно среди иммигрантов из Африки. СССР среди африканцев воспринимается до сих пор как, такая страна-освободитель от колониального гнета. И вот это свое позитивное отношение к СССР они абсолютно ложно переносят на путинскую Россию. Но ничего, ЧВК «Вагнер» и российские сырьевые компании уже показывают, что такое колониализм по-российски. Так что, возможно, это мнение со временем поменяется. Но интересности на этом не заканчиваются. Французские СМИ создали настоящий культ героя Зеленского. Непогрешимый герой, лидер нации. Хвалебные статьи в крупных изданиях вылетали одна за другой. СМИ заметили, что даже президент Макрон начал в какой-то момент подражать Зеленскому. Отрастил небритость, надел толстовку. Оценки сути происходящей ситуации также просто замечательные. Я, конечно, прекрасно понимаю, что значительная доля ответственности за войну лежит на путинском руководстве и российском олигархате. И да, это действительно важно, кто на кого первым напал. Но крупнейшие французские таблоиды пишут, что вина за конфликт лежит сугубо на Путине и вот просто больше ни на ком. Фигаро, Ля Парисьон, Ле Монд, все крупные таблоиды просто говорят в один голос. И подобный дискурс реально влияет на умы людей. То есть, по факту, они видят только половину правды. Хищническая политика НАТО, желание ЕС встроить Украину в свою экономическую систему на правах сырьевого придатка и поставщика дешевой рабочей силы, все это присутствует разве что в дискурсе части левых организаций и особенно леворадикальных. И то это чревато той же публичной отменой. Например, Жан-Люка Меланшона, главу непокоренной Франции, еще до войны крупнейшие буржуазные СМИ окрестили агентом Путина за антинатовскую позицию. Рудой снова прокалывался. Мы ведь помним, что именно агент Путина Меланшон помог ему перебраться во Францию, что лишний раз доказывает, что и сам Рудой – проект Кремля и путинский шпион. Слушай, голос за кадром, ты уже просто реально задрал. У тебя одна история офигительнее другой. Правда, глаза жжет, Андрей. Давай, продолжай свою подрывную деятельность на благо России. О, боже, какой же трэш. Ладно. Если меня депортируют из Франции, знаете, что вот этот вот человек за кадром, именно он в этом виноват. Порой в крупной французской прессе встречаются вот просто офигительные залихватские материалы о силе и даже самостоятельности украинской армии. Хотя вроде и ежу понятно, что без западных вооружений и инструкторов в ВСУ все было бы очень и очень плохо. Вот, например, интервью французского генерала, видимо, российского происхождения, Мишеля Яковлева в журнале «Мариан». Можно ли сказать, что сегодня украинская армия – лучшая армия в мире? Я бы скорее сказал, что Украина – лучшая нация в мире. Именно сила связи между армией и нацией позволяла и позволяет держаться и быть столь эффективной. В этой стране больше, чем в какой-либо другой, армия действительно является воплощением нации. Но без НАТО было бы то, что есть сейчас.
Украинская армия не могла вести войну, которую ведет без материальной помощи членов Альянса – американцев, англичан, немцев, французов, итальянцев. Без этого она не могла бы продержаться дольше мая. Но конструктивно она построилась сама. Своим внутренним качеством она никому не обязана. В период с 2014 по 2022 год она адаптировалась, и когда на страну напали, украинцы были готовы. То есть все годы с 14 по 22 украинская армия развивалась, реорганизовывалась, переоснащалась сама. То есть западные военные специалисты, усиленные поставки вооружения еще до 22 года, это все нам показалось. Просто украинцы как бы лучшая нация в мире. Порою спикеры, особенно украинского происхождения, в эфирах французских каналов выдают просто кринжовую базу. Особенно тут выделилась украинка Алла Паиди, переехавшая во Францию после замужества с французом. Когда-то она была главой франко-украинского бизнес-клуба, ну а теперь будет зарабатывать деньги, принимая и сопровождая VIP-туристов во Францию. Ее как раз и вынули из сундучка в качестве такого международного эксперта, и госпожа Алла начала выдавать тейки в духе «русские — это тараканы». Это тараканы, вот и все. Они бегут из страны как тараканы, потому что не хотят бороться изнутри и свергать действующий режим. Также экспертка Алла Паиди заявила, что позорно, что Русский православный духовно-культурный центр остается открытым в центре Парижа. Комплекс, в который также входит Свято-Троицкий собор, якобы используется российскими шпионами, говорит она, естественно, не предоставив никаких доказательств своего утверждения. И мы их принимаем, мы их не депортируем. Почему? Этот комплекс должен быть закрыт и полностью уничтожен. Он не имеет права на существование. Справедливости ради, нужно отметить, что подобная риторика вызывает негодование у части прессы и значительной части общества. Но тем не менее, реакционные СМИ выводят вот таких вот экспертов, и они, действительно влияют на часть масс уж точно. В таких условиях я действительно немного удивляюсь тому, что французское общество относительно адекватно смотрит на русских и не болеет огульной русофобией. Кстати, ссылку на мой опрос граждан в центре Парижа можете посмотреть по ссылкам на экране и в описании. Возможно, частично на них влияет сильная позиция левых во французском обществе и распространяемая позиция, пускай не топовых, но весьма многочисленных левых СМИ. Не менее интересной и итальянская пропаганда на фоне войны. Я и сам, конечно, в первые часы утром 24 февраля в сердцах ходил по квартире и восклицал, что Путин реально поехал кукухой. Однако ваш покорный слуга все же не достиг уровня итальянских СМИ, которые на полном серьезе начали форсить тему сумасшествия Путина в качестве объяснения причин войны. Вот самое офигенное. Путин сошел с ума из-за длительной изоляции во время пандемии ковида и последствий прививки спутником Ви. Ох, шуе-аналитика, которую заслужил демократический западный мир. Первой об этом написала американская журналистка Ларри Гарретт, она же обладательница Пулитцеровской премии. А итальянские медиа все это начали быстро распространять. Причем не какие-то мелкие, а уровня национальной газеты «Иль Матино». Главный лейтмотив. В России безумный 69-летний президент, который живет отшельником в позолоченном дворце и имеет в своем распоряжении 6000 ядерных боеголовок. И снова библейская история, абсолютно. И, естественно, итальянская пресса принялась некритично распространять откровенные фейки о действиях российских солдат. Это я не к тому, что беспредела не творилось и не творится. Но вы просто посмотрите на это. Статья о том, как 11 русских солдат насиловали 9-летнюю девочку в Ирпене и на груди у нее вырезали букву Z. Источником новости в данном случае был пост на фейсбуке украинки Алины Дубовской, который эта же Алина удалила через несколько часов после публикации. Или вот еще один сенсационный материал. Изнасилование 6-месячного младенца чайной ложкой и 2-летних близнецов уже традиционным образом. Близнецы якобы погибли, а младенец выжил. Все это со слов Людмилы Денисовой, которые потом не подтвердились комиссией. Также всячески муссировалась тема того, что сексуальные преступления являются частью спланированной военной стратегии россиян, чтобы лишить украинцев чувства собственного достоинства, расчеловечить и подавить их волю. Когда грянула история с Бучей, видно
главным экспертом по ситуации стала внезапно ветеринар Джулия Корсини, итальянка, которая живет в Лондоне. Другим часто цитируемым экспертом здесь и в Германии является Сергей Сумлиный. Этот господин закончил МГУ, потом переехал в Германию, затем на территорию Украины, где занимался антироссийской пропагандой. Теперь он снова живет в Германии и воюет на информационном фронте. Собственно, главная направленность его риторики — Германия должна избавиться от позорного наследия Второй мировой, защитив сейчас Европу от российской агрессии. Покуда российские пропагандисты говорят, что в Европе все геи и извращенцы, он, в свою очередь, рассказывает, что в России живут нацисты, которые даже в мультиках борются с представителями нерусских наций и еще очень любят Гитлера. Почему россияне любят Гитлера, удивитесь вы? Сергей Сумлиный отвечает: потому что книжки про него популярны. И берет, вы не поверите, какой-то очередной дешевый роман про попаданца в теле Гитлера. Аргумента трэшовее я еще, пожалуй, не видел. В общем-то, и немецкие СМИ тоже работают, не жалея сил. Для начала вот вам обложечка известного и одного из крупнейших журналов ФРГ «Шпигель». В принципе, довольно типичная, не только для Германии. Тема зверств и изнасилований с российской стороны по непроверенным источникам также педалируется. Украинская армия героизируется, и она, естественно, непогрешима. А вот в статье журнала «Штерн» пытаются доказать, что Россия применяет запрещенное оружие, даже биологическое. Ох уж эти биолаборатории, вот я просто уже с ними запутался, честное слово. Естественно, в немецких СМИ также пытаются отменить тех, кто пытается взглянуть на ситуацию несколько иначе. Например, небезызвестную представительницу левой партии Сару Вагенкнехт. Она осуждает нападение России, но в то же время высказывается против поставок оружия Украине, против санкций и за покупку российского газа. Этой позиции хватает, чтобы ее регулярно называли путинской пропагандистской. А вообще немецкие СМИ очень тщательно отслеживают какие-то кринжовые высказывания российских политиков и их максимально тиражируют. О призывах Путина к героической смерти за родину. Слова Владимира Владимировича о том, что мы еще, дескать, даже не начинали воевать. О встрече с подставными солдатскими матерями. Даже трэш-ток Медведева о борьбе с сатаной и так далее, так далее. Знакомые говорят, что порой находятся даже немцы, которые уверены, что ФРГшная пропаганда врет, потому что российские лидеры в здравом уме не могут делать и говорить такую чушь. А они реально могут. Да! Но, конечно же, восточноевропейские страны в плане военной пропаганды дают фору даже своим западным соседям. И это я сейчас даже не про страны Балтии, не про Польшу, а вот вам, например, Чехия. Если во Франции украинский флаг ты увидишь разве что на политической акции, то тут на всех госучреждениях висят украинские флаги, во многих витринах и на окнах украинские флажки и надписи «Слава Украине». Самый адский пример подобных перформансов сделало чешское Министерство внутренних дел. На здании МВД повесили чешские и украинские флаги, а между ними Путина в мешке для трупов. Происходит также переименование улиц, в частности, улицу возле российского посольства переименовали в улицу украинских героев. Кстати, площадь перед посольством уже пару лет как переименовали в площадь Немцова. С первых дней войны запрещены все информационные источники, связанные с российским правительством. Если во Франции можно даже публично высказываться в поддержку СВО, ты, конечно, сломаешь себе карьеру, скорее всего, но, по крайней мере, будешь на свободе, то за поддержку СВО в Чехии нынче можно подвергнуться уголовному преследованию, вплоть до лишения свободы на 3 года. По статьям 365 и 405 Уголовного кодекса Чешской Республики. Одобрение преступления и отрицание оспаривания одобрения и оправдания геноцида. К концу ноября были данные о том, что полиция обвинила по такой схеме уже 49 человек. Также, да, естественно, чешская консервативная и вообще буржуазная пропаганда, как и пропаганда многих других стран, приравнивает Россию к Советскому Союзу и занимается ложными историческими аналогиями. Естественно, местная пресса рисует российских солдат как откровенных упырей, которые занимаются мародерством направо и налево, насилуют детей, женщин, стариков, кастрируют мужчин. Украинский омбудсмен Юлия Спориш рассказывает, что насилуют всех, кто попадается, а воины света из Украины такого не делают. Дальше госпожа Спориш объясняет, что у российских солдат есть разрешение командования на такие действия, и что это часть тактики геноцида, чтобы не рождались новые украинцы. Также дорогая Юлия говорит о том, что русские насильственно забирают детей. То же
самое рассказывает местным СМИ депутат Рады Леся Василенко и адвокат Дарина Подгорная. Они поведают, как украинских детей и взрослых увозят в специальные фильтрационные лагеря в Сибири, где взрослых мучают, а детей перевоспитывают. При всей нелюбви к путинскому режиму, вам не кажется, что это уже как-то перебор? Но подобные тейки чешской публике, они заходят, потому что ложатся на тезисы о том, что Россия — это новый СССР, а Путин — это типа Сталин. И вот он там всех репрессирует, депортирует и все в таком духе. Когда организация Amnesty International сообщила, что, мол, ВСУ используют мирных жителей как живой щит, их, конечно же, сразу смешали с говном. Потому что никакой, тем более аргументированной критики украинской стороны в чешских СМИ быть не может. Правда, учитывая то, что чешская пропаганда переходит все мыслимые рамки, и то, что в стране проживает около 35 тысяч русских, бывают и случаи этаких партизанских контрнаступлений. Например, с рисованием зеток на украинских флагах. За всем этим валом информации и, в первую очередь, дезинформации, конечно же, стоит желание, в первую очередь, оправдать западный империализм и его притязания на Украину. Точно так же и российские условные Соловьевы представляют Запад исчадием ада, прикрывая притязания российского правящего класса на Украину. Однако у западной пропаганды в данной ситуации есть еще одна функция. Как я уже говорил, в Европе наблюдается дикая по местным меркам инфляция и реальные экономические проблемы, которые чувствуют на себе буквально все граждане. Однако разрыв отношений с Россией и санкции — это лишь толчок для этого. Проблемы в западных экономиках копились уже долгое время. Но сейчас у тех же европейских политиков появилась замечательная отговорка, мол, все трудности появились сугубо из-за Путина и войны. Например, в той же Чехии сейчас можно наблюдать рекламу в поддержку украинских беженцев, которая как раз и имеет целью перенаправить недовольство народа внутренними проблемами вовне. И хотя патернализм в европейских странах не так силен, как в России, тут тоже пытаются продвигать до боли знакомые тезисы. Враг во всем виноват, сплотимся вокруг правительства, не надо протестовать, не надо бастовать. Что-то отдаленно похожее было и 3 года назад, во время пандемии, когда буквально все социально-экономические проблемы списывались на ковид. Прикрываясь подобной словесной мишурой, правительство пытаются заодно протолкнуть и антисоциальные законопроекты. Наиболее громким стала пенсионная реформа во Франции, которая, правда, несмотря на информационные ухищрения властей, вызвала жесткое противодействие со стороны общества. Сначала одна всеобщая забастовка, потом вторая. На улицы французских городов вышло самое большое количество людей за последние 20 лет, до 2 миллионов человек, а Макрон временно уехал в Испанию. Иронично. И в создавшейся ситуации крайне важно то, что есть достаточно большое количество людей, не подверженных вот этой вот государственной пропаганде. Такие люди есть по все стороны границ, и некоторые из них являются нашими товарищами. И у этих людей естественным образом возникает вопрос о том, как можно противостоять и российской, и западной официальной пропаганде. Очевидный способ — это поддержка антисистемных медиа. Во-первых, это поддержка распространением материалов. Я прошу не только своих подписчиков в России или странах СНГ, но и тех, кто живет на Западе, а после начала войны количество таковых увеличилось, максимально распространять и это видео, и видео про российскую пропаганду. Ссылка будет в описании. Если ваши знакомые не знают русского, то хотя бы пересказывайте им. Плюс, я надеюсь, мы сделаем субтитры к этому ролику. У России и Запада есть свои медиа, есть свои боты в соцсетях. У нас нет ботов, но есть реальные люди, которые могут раскидывать материалы среди других реальных людей. Во-вторых, это поддержка независимых медиа потенциально важными для публикации материалами. В частности, некоторая часть данного видео основана на данных, которые присылали мне со всей Европы. Для тех, кто желает предлагать темы и материалы, есть та же электронная почта Вестника Бури, ищите ее в описании. Ну а в-третьих, конечно же, это спонсорская помощь.
Производство контента стоит денег, и независимые медиа держатся не на госдотациях и не на грантах различных фондов, а на ваших пожертвованиях. И да, я могу сколько угодно ерничать насчет своего якобы финансирования со стороны всевозможных разведок и государств, однако единственный реальный источник финансирования Вестника Бури — это вы. В общем-то, наш канал даже в экстремальных условиях выжил и продолжил изготовление роликов в первую очередь благодаря вам. Большая вам за это благодарность. Развитие машины антисистемной, в том числе и антикапиталистической пропаганды, это наша общая задача и это наша общая необходимость. Такие вещи в условиях, когда мир рискует втянуться в новую мировую войну, крайне важны. Нельзя недооценивать влияние пропаганды на количество человеческих жертв. Люди в интернете гадали, кто он, нижегородо-француз Рудой, агент Макрона, агент Байдена, агент Путина, агент Зеленского. И зачем он разоблачает всех подряд? А может, он агент интернационала? Но какого? Одно лишь было понятно точно. Это был канал Вестник Бури. Подписывайтесь, ставьте палец вверх, пишите комментарии и показывайте ролик друзьям. И до новых встреч!